На сайте Банка России проходит онлайн-голосование за дизайн будущих 500-рублевых купюр. На лицевой стороне, скорее всего, окажется Академическая галерея Пятигорска. Она лидирует с огромным отрывом, и тут вроде бы установился консенсус. А вот оборотная сторона взбудоражила всю Россию. Ноздря в ноздрю идут комплекс небоскребов Грозный-Сити и гора Эльбрус. У обоих больше 1 миллиона голосов. У ближайшего конкурента, Дербентской крепости, менее 130 тысяч. Глава Чечни Рамзан Кадыров мобилизовал на голосование всю свою республику и, похоже, многочисленных ботов. Он в открытую призывает голосовать с разных аккаунтов, также запустил соответствующий хэштег и объявил о розыгрыше 10 айфонов. Выглядит так, будто тут решается вопрос государственной важности. За Эльбрус и против Кадырова, в свою очередь, голосуют сотни тысяч россиян из других регионов. К ним примкнули некоторые лидеры мнений. Например, Владислав Дованков устроил собственный розыгрыш среди голосующих за Эльбрус. В соцсетях разошелся мем о чрезмерном внимании к голосованию с картинками «Бурлаки на Волге» и «Свобода, ведущая народ». Однако мы иронизировать над активностью граждан не будем. Вместо этого поговорим о том, зачем Кадырову 500 рублей и почему многие люди не просто против, но это свое «против» активно демонстрируют. Только прежде чем начнем, в описании, как обычно, наша инструкция по обходу блокировок. Мы ее регулярно обновляем и смотрим, чтобы все работало. Чтобы YouTube ускорялся и WhatsApp звонился. А спонсором этой рубрики выступает MaxSwap, выпускающий виртуальные криптокарты, с которыми можно оплачивать подписки и платить за границей, как карты зарубежного банка обычно. Ссылка на MaxSwap в описании. Российское общество последние четверть века находится в искусственно созданном и совершенно перевернутом, ненормальном положении. Жители России фактически на 100% грамотные. По большей своей части это городские жители. 56% взрослых у нас с высшим образованием. То есть выше, чем в США и в большинстве стран Западной Европы этот показатель. Заметный отрыв по этому показателю есть только у Канады. Там 62% взрослых с высшим образованием. Все остальные западные страны либо ниже, либо на нашем уровне. Без малого 70% работающих россиян заняты в сфере услуг. Мы даже приблизительно не страна рабочих и крестьян. Не страна тех, кто пашет на земле или в горячем цеху от рассвета до заката, не имея возможности задуматься об общественно-политическом. Мы страна образованных городских жителей, абсолютное большинство которых занято какой-то формой труда, не связанной с тяжелыми физическими нагрузками ради выживания. У абсолютного большинства наших граждан есть время и желание читать новости, узнавать, что происходит в мире и в стране, пропускать эту информацию через себя и делать выводы, чтобы в результате формулировать собственное мнение по широкому кругу вопросов. Как социум мы более всего похожи на самые развитые и либеральные демократии. Если представить себе сетку координат, где общества расположены и часто даже сгруппированы по социальным маркерам, типа образованию, потреблению, образу жизни, ценностям, где с одной стороны будут условные Норвегия и Швейцария, а с другой Северная Корея и Эритрея, то с первыми мы просто сольемся в одну точку. Мы настолько далеко от новых союзников российского государства и настолько ближе к Западной Европе, что с последними нас в таком графике отдельно вообще будет не рассмотреть. У члена такого общества, как наше, самая естественная потребность не только знать, что происходит вокруг него, но и на все это влиять. Наш человек справедливо считает себя в состоянии разобраться, что лучше для его города, района, региона, страны. Считает, что его мнение должно быть учтено, что он не ребенок, который нуждается в попечении мудрого царя-батюшки и милостных бояр. Ведь он точно не хуже их всех умеет читать, писать и соображать. При этом система власти у нас выстроена так, словно у нас не то что постиндустриальной, но даже индустриальной революции не случилось, и аристократия правит в крестьянской державе. Правит на том основании, что она образованное сословие, а 95% подданных не могут собственное имя написать и верить, что засуха пришла из-за девок, которые до свадьбы по парням бегают. Будто властвуют наши просвещенные правители над дикой и первобытной массой, которая своего блага не понимает и на первых же свободных выборах вернет человеческие жертвоприношения, например. Российскому гражданину последовательно отрезают возможность влиять хоть на что-то в масштабах не то что страны, но даже родного района. Выясняется, что недостаточно просто отобрать у людей выборы президента и парламента.
Недостаточно назначить губернаторов и сторожить выборы в региональные собрания. Даже у поселка городского типа во Владимирской области нужно отобрать возможность избирать себе главу. У этого главы уже и так забрали бюджеты и полномочия, он и так уже фигура номинальная. Но и так уже давно все решают за него сверху, поставить лавочку или покрасить школу. Но даже это недостаточная степень контроля. Пускай должность сведена к номиналу, но все равно не людям решать, будет на ней Иванов или Сидоров. Это решат в Кремле. Понятно, что такой разрыв между уровнем развития общества и примитивностью системы управления не может не бросаться в глаза, даже если люди сами для себя это так не формулируют. Просто когда вы видите, что Теслу запрягли тройкой лошадей, тогда вы, даже не разбираясь в машинах, понимаете, что-то здесь не так. Наши образованные люди прекрасно осознают, когда в условную Курскую область присылают некомпетентного обмутка Хинштейна, который никогда ничем не руководил и к области не имеет никакого отношения, громко бардаку этому возмущаться, во-первых, реально опасно, а во-вторых, бессмысленно. Поголовно грамотные, высокообразованные и интересующиеся окружающей реальностью люди, формирующие собственное мнение, наши эти люди понимают, сейчас политический протест гарантированно возымеет самые негативные последствия лично для них. И что гораздо хуже, гарантированно не преуспеет. Люди готовы заниматься чем-то с риском получить дубиной, но только незаведомо бессмысленными делами. Именно поэтому столь драматичными становятся выборы, которые на первый взгляд кажутся полной нелепицей. Начиная с выбора талисмана Новосибирского зоопарка, продолжая детским голосом и победой дочери Алсу, заканчивая выбором дизайна купюр. Кому, казалось бы, не все равно? Кто в состоянии сходу вспомнить, какие города изображены на каждом номинале российских банкнот? Даже когда они ежедневно лежали в кошельках, их никто особо не изучал. А теперь, когда мы платим карточками, телефонами, стикерами и кольцами, улыбками и переводами, то тем более, кому дело какое до банкнот? Мне кажется, в основном, если кто и вспомнит что, то только Владивосток 2000. Ну и то совсем не в контексте купюры. Бьется родная, в экстазе худая, Владивосток 2000. О том, что изображено на российских деньгах в реальной жизни, задумывается столько же граждан, сколько граждан Евросоюза знают занимательный факт про мосты, которые нарисованы на евро, которые не существуют в природе и просто являются символом единой Европы, дабы никого не выделить и не обидеть. Что там нарисовано на пятихатке, которую вы, не глядя, вытащите из кармана, чтобы заплатить за ту самую так любимую рекламодателями чашку кофе? Вот уж действительно большая общественная проблема. А вот оказывается, что большая. Оказывается, люди там, где могут повлиять на ситуацию, стараются влиять на нее изо всех сил. Тем более в данном случае вздорное это голосование собрало в себя массу самых разных политических смыслов, которые ушли гораздо дальше денег. Навязать россиянам свою волю собирается не абы кто, а Рамзан Кадыров, ходячее кривое зеркало путинизма. Никем не избранный, назначенный Путиным отморозок, который с нескрываемым презрением относится не то что к российскому законодательству, написанному на бумаге, но вообще к любым нормам приличия, который угрожает и запугивает, который, возглавляя самый нищий регион страны, живет не хуже саудовского шейха, раздаривает своим родственникам дворцы и Роллс-Ройсы за счет бюджета, вешает своему малолетнему сыну, известному только избиением подследственного в тюрьме, государственные должности и награды. Кадыров со своим стилем правления абсолютно не соответствует ни обществу, ни времени, в котором живет. Весь этот чеченский беспредел творится только потому, что никем не избранная власть его назначила беспредельщиком, позволила ему творить беззаконие. Найти момент, где такого пассажира можно красиво прокатить, где можно безопасно сказать «Что ты обо всем этом думаешь?», не позволить лишить себя права принимать решения, это очень дорогого стоит. И граждане за эту возможность радостно цепляются. Россияне не только массово голосуют на сайте Банка России, но вовсю рисуют собственные эскизы. Мы тут собрали несколько вариантов с сайта Пикабу. Есть нейтральный с семьей бобров. Пользователь уверяет, такая банкнота поддержит в России семейные ценности. Топовый пользователь Ферятиев вызвал фурор, предложив такой вот эскиз. 500 рублей ощущается как 200. Юзер Батрай выложил макет купюры с портретом Набиуллиной достоинством в 499 рублей.
Такой, мол, в магазине расплачиваться удобнее. А вот 500 рублей, на которых буквально изображены 5 сот. С медом и пчелой из деревни дураков. Есть также альтернативный вариант с Эльбрусом. Это ведь не только гора в России, но и отечественный процессор. Живущий во Владивостоке блогер Чарли, выходец из Конго, предложил изобразить на купюре себя с банкой маринованных бананов. В комментариях его, кстати, поддержали. Ну и всеобщую поддержку получил макет с мемом. Вот ваша зарплата, но это же ветка. Может, действительно стоило устроить всероссийский конкурс? Люди у нас могут интересное предложить, было бы из чего выбирать. Но теперь уж есть что есть. Голосование на сайте ЦБ продолжается, вроде как с ботами там стали бороться со вчерашнего дня. Проголосовать все еще можно. До завтра.